Ребята, всем огромный привет. Колочу себе чай и все думаю, как начать заниматься орхидеями. Дело в том, что приготовила, вон они стоят на заднем плане. Надо снять сегодня детку. Но я все откладываю, потому что этот процесс как бы такой, знаете, непростой. Может, кому-то это и не сложно отделять детку от орхидеи. Ну, для меня это прям ответственность, ответственность. У меня уже были случаи такие, знаете, когда я там детку на две части могла. В общем, не всегда у меня получается. Ну, вот сейчас я попью чай, у меня просветление наступит. Сегодня у нас в Одессе такая, знаете, мрачноватая погода. Обещают 3 дня дождей, даже не 3, неделю дождей. И как-то так грустно. Ну, грусть мы развеяли на прогулке, побегали с Жориком. Он поиграл с ёриками, так я их называю, ёрики, ёршики. Нагонялся, пришел с аппетитом, покушал. Девочки, лапы мыть, это еще тот квест. Вообще, напишите в комментариях, у всех так собачки реагируют на мытье лап без удовольствия. Ну вот в таком возрасте, в возрасте 4-5 месяцев. У нас просто караул. Я прихожу, открываю дверь, он остается за порогом и даже не желает заходить, потому что он знает, что я его начну приглашать на мытье лап. Я наливаю в тазик водички тепленькой, его аккуратненько мою, потом, значит, вытираю, а потом сушу аккуратно феном. Но к фену он уже нормально относится. Ну, в общем, так. Пью чаек, и мы с вами начнем отделять детку. Я тут приготовила, вчера обнаружила, что я все-таки не купила скальпель. И я приготовила 2 вида маникюрных ножниц. Буду аккуратно пытаться как-то вот к ней подобраться, к этой детке. Вот она здесь у меня, вот такая красавица с ножками, балерина. И принесла вам еще орхидею, которая когда-то, года, наверное, 3-4 назад, цвела у меня на 35 красивых цветочков. Это мой любимчик котик, девочки. Классный, да? Но сейчас вот он у меня вот так скромненько цветет на 7. Но каких? Держит очень долго свои цветочки. Напишите, у кого... Сейчас что-то вот не вижу в обзорах котов. У кого котики, у кого они сохранились. Я знаю, что есть у кого-то даже мутации на котиках. Есть котики-бабочки у девчонок. Ну, мне кажется, он и так симпатичный. Смотрите, какой котик. Да? Клевый. Мне нравится. Думаю, я должна вам, думаю, показать, потому что вот... Он хоть и долго цветет обычно, но вдруг он отцветет, и мы не полюбуемся. Вот такое летнее цветение, видите, очень-очень неяркое. Ну, такое. Все равно классное. Кустик уже такой, хоть и молоденький, но такой бодренький. Надеюсь, что все у нас с ним получится. Все. Вам всем приятного просмотра. Пишите комментарии, пальчик наверх, ну кто хочет вниз, кому как нравится. Примем любой вариант. Всегда готова к диалогу с вами. Пишите, задавайте вопросы, на что смогу, на то отвечу. Ну не отвечу я, девчонки там подключатся и что-то там посоветуют, а мы почитаем. Все, девочки, напишите про котиков. Все, иду пить чай. Вкусный, темный. И будем пересаживать. Не пересаживать. Ну да, мы будем отделять детку и будем эту детку укоренять. Укоренять мы ее будем в плагроне. Не всем нравится этот компонент, но мне нравится, что у меня, в принципе, по приживаемости он на первом месте на данный момент. Так, ну что... Я теперь пытаюсь здесь как-то вам поближе показать, но я не уверена, что у меня все хорошо получится, но я на это надеюсь. Так, смотрите, нам же надо и оставить цветение цветоноса, понимаете? Вот цветонос же тут еще цветет на краешку.
Хотя можно его и срезать. Ну, оставим. Почему? Потому что здесь вообще непонятная картина. Там какие-то еще зачатки детей есть. Видите, вот здесь что-то. И хочу срезать эту детку, снять, вернее, как правильнее будет сказать. Потому что силы пойдут на развитие вот этой. То есть вот так. Надо облегчить, так сказать, орхидеи. Так, девочки, одеваю очки, потому что здесь такое дело. Тут бы еще лупу взять. Здесь где-то должно быть место соединения детки, вот где-то там вот, с материнским растением, с цветоносом. А-ля-ля. И это место где-то здесь. И надо туда пробраться и аккуратненько это место подрезать. Ой, как легко это получилось! Как это легко получилось! Я просто, знаете, так вот толкнула ее. Я ее толкнула, и вот, она сама слетела. Хо-хо-хо-хо. Я зря переживала. Вот это место соединения. Так, а что здесь осталось на этом? Где она? Вот здесь где-то была, да? Ну вот здесь что-то еще, какие-то пупырки непонятные остались. В общем, вот такая вот красопета. У нас вот такая вот балерина. Девочки, я их адаптирую. Никому пока не предлагаю. Я хочу, чтобы они у меня как бы подросли, возможно, процвели. Ну, дело в том, что я же не знаю, как они зацветут. Хотя орхидея пилоричная, но иди знай, как оно будет. Это я полезла, хочу вот эту вот чешуйку здесь аккуратно снять. Тут вот корешок, а может ее не трогать. Корешки, вот смотрите, еще есть новые в росте от шеи. Как бы вот 4 корешка уже приличные. Вот спрашивают, когда снимать детку с цветоноса орхидеи. Ну, надо подождать, чтобы корешки были слегка вот, видите, подросшие. Ну, по крайней мере, чтобы сантиметра 3-4, а то и 5 было длина. Вот такая красота. Вот такая красота. Ну, посмотрим, посмотрим. Сейчас возьмем стаканчик и плагрончик. И это дело высадим. Еще раз покажу вам, кого я тут отделяю. Отделяю я вот эту вот красоту. То есть Тамара мы ее называем, Болонья, да. Очень она мне нравится. Вот такая вот мордашечка. В общем, все. Сейчас я это дело здесь опять вместе зафиксирую. Та детка будет продолжать расти. Возможно, из этого где-то что-то еще получится. Но тут вот видите, после моего лихого намазывания вот такая вот ерунда. Скажи, сидела бы я себе, цвела, и ничего бы меня не беспокоило, но меня заставили вынашивать деток. Так что это вторая детка. Ну, посмотрим, ребята. Сейчас несу стаканчик, несу плагрон и аккуратненько высадим. Я вам уже показывала детку номер 1. Когда мы ее снимали, девочки? Что-то я уже забыла. В начале лета. Вот она листик вырастила, по-моему, или был. Он, наверное, растущий был. И вот так в стаканчике, в плагрончике мы ее растим. Эту красоту. Так, давай, покажи свои корешульки. Вот там, да? Плохо видно. Ну, есть, в общем-то, и от шеи растут корни, и нормально все. Лемоша свидетель всего этого. Кто за Лемошей соскучился, вот, пожалуйста, скажи чик-чирик всем. Скажи привет. Скажи привет. А то все Жорик, Жорик. Тут еще Лемоша есть. Они, кстати, друзья уже. Уже она его сильно не клюет. А посмотрите, вот эта детка, мне кажется, даже крупнее предыдущей, да? Я принесла точно такой стаканчик. Не знаю, как мы в него войдем. Надо будет сейчас пробрызгать корешки или просто намочить под проточной водой. И вот сюда же
плагрончик вот так засыпать, как и эту красоту, да? Сейчас я открою водичку. Кстати, нам сегодня там порассылали, что после ливневых дождей у нас там с водой, ну не в водопроводной, а в колодцах могут быть проблемы по санитарным показателям. Я своим говорю, так, все, бутылированную пейте, не хватайте с крана и пейте пока что эту кипяченую. Видите, веломен еще, клетки веломена, из-за того, что они на воздухе всегда были, они невосприимчивы к воде. Вот сколько ни поливай, они как были серыми, они серыми и остаются. Видите? То есть орхидея должна до определенного какого-то возраста дорасти, чтобы ее веломен начал уже, ну, когда он созреет и начнет накапливать в себе воду. Ну так, слегка-слегка там что-то, да, зеленеет немножечко. Ну да. Особо тут не разгонишься, поэтому надо будет сейчас ее аккуратно помещать в стаканчик. Сейчас установлю штатив и поместим. Но сначала я хочу сделать надписи. Тамара, ну, Тамара номер 1, детка, да? И Тамара номер 2, детка. Ну, чтобы было нам нагляднее наблюдать за ними, как они развиваются. Конечно, в этом субстрате неорганическом нужно... Так, сейчас, девочки, я аккуратно постараюсь, чтобы не протрескались корни. Нужно чаще удобрения вносить. О, вот так девочки прям сразу делают на цветоносе, пристраивают стаканчики, наполняют субстратом, в котором они планируют, и сразу же детка растит туда корни. Ну, я не заморочилась. У меня вот как получилось, так получилось. Я ее туда прям в самый низ посажу. Вот так, видите? Она прям держится. Этот листик. Знаете, если бы я в мох садила или в кору, я бы попереживала насчет остатков листика. Не хочет он убираться. А так как это плагрон, то я и не заморачиваюсь. Так, надеюсь, что кончики орхидеи не закуклятся от моих воздействий. Так, у меня здесь есть гидропоника разной фракции, но можно выбрать... Вот у меня тут горшочки. Намытая уже. Можно выбрать фракцию поменьше. И вот так засыпаем. Она влажная. Еще даже не просохла. Я мыла ее перед пересадкой какой-то из орхидей. Но она еще не просохла. Вот так вот. Надеюсь, что она будет нормально себя чувствовать в этом компоненте. Так, здесь одни большие остались. Берем большие. Выровнять хочется. Так, слишком крупный отбросим. Еще немножко. Тут и пеностекло я забросила. Видите, как легко пересаживать в гидропонику. Девочки, насчет пересыхания, я вам скажу, я не заметила, что в гидропонике прям так
прям быстро-быстро пересыхает. Даже вот лето было. Ну, в принципе, я полки с посадками в кору и в мох поливала одновременно. Ой, сейчас Жорик прибежит, услышит мои шарики, которые катятся по полу. Я в одни дни поливала объемы одинаковые с гидропоникой и с корой. Поэтому я не заметила быстрого пересыхания гидропоники. Единственная разница, конечно, большой и маленький объем. Вот и вся разница. Даже хорошо, когда сделать... Я всегда об этом говорю, но сама этого не делаю. Но было бы хорошо сделать полочку, например, малышей с плюс-минус одинаковым объемом и полочку взрослых. Так, ребята, ну вот так у нас получилось. Нормальненько. Вот корешок виден один. Вот корешок виден второй. Вот третий. Будем наблюдать. Ну, добрый путь. В общем, здесь, кстати, такого прям взрывного роста я не вижу за лето. Но она только начинает вот корешками осваивать горшочек. А потом, наверное, уже пойдет рост. В общем, две вот такие пока малявки, а третья здесь еще подрастает. Вот она, красотка. И сегодня я хочу в гидропонику пересадить еще одну бедусю, которая у меня вот в этом стаканчике. Это, кто же это? В общем, это кто-то, который должен был быть бабочкой симпатичной. По-моему, Джем Страйп, да. Который не стал бабочкой. Он больше такой на Motion похожий. В общем, я хочу его... То он мокрый. Так как у него начался корневой рост, видите, хочу его высадить тоже в гидропонику. Но у меня нет большого стаканчика. Я думаю, что этот будет мал. Хотя этот больше. Тут уже такие большие корешки. Хочу пересадить. Но стаканчика этого будет мало. Поэтому отложу я эту затею. Очень хотела, но отложу. Но единственное, что сделаю, так это срежу цветонос. Потому что он уже тут не нужен абсолютно. И нужны силы на то, чтобы орхидея наращивала массу. Вот так вот. Хорошая, бодренькая орхидейка. Жалко, что мутация не случилась. Ну вот куплю, знаете, такие 300-граммовые стаканчики из плотного, посмотрю, из плотного пластика. И попересаживаю. Так, кто у меня здесь еще в гидропонике? В гидропонике у меня здесь есть вот такое дитё, которое еле-еле росло. Можно сказать, не хотела расти нигде. Это моя детка от Pink Galaxy. Да, от Pink Galaxy. Ну вот я поместила в гидропонику, наблюдаю. Вроде там что-то, какой-то процесс идет. Дальше посмотрим. Да, вот корни углубляются. Здесь просто покрылась темными водорослями часть горшка нижняя. И не видно, где корешки. Ну, я ориентируюсь по состоянию листовой массы. Все нормально, значит, не критично. Да, видно, что корешки туда ушли. Даже вот вижу, что приклеились к шарикам. Такую малечу выхаживаю тоже в гидропонике. Так, где она у меня тут стояла? Ой, где-то здесь. А, кстати, девочки, моя деленка, которую мне прислали, максилярия, пошла в рост. Видите, вон какие бульбочки уже идут. Кокосовая орхидея.
Я вам рассказывала, что за 170 гривен мне приехал просто отрост, ну как, деленка приехала без корней, без ничего. Просто ее сняли с растения и тут же воткнули в субстрат. Ну такое себе. Еще влажно. Она, кстати, любит попить. Давайте их хлебнем в водичке. Я была разочарована, потому что думаю, ну как это так? Как это так? Ну, в мхе она, думаю, там корни растит. Не видно. Они вроде как темного цвета, но меня порадовал рост вот этих вот бульбочек. Так, кого вам еще интересного тут показать? А, тут у меня есть кто в гидропонике. Вот моя давняя посадка в гидропонику. Девочки, мне вы присылали, по-моему, эту орхидею. И, по-моему, вы сами не знаете, кто это. Был цветонос, но она не процвела. Вот она у меня так в гидропонике, прям в баночке в такой сидит. Растит, наконец-то, 3-й листик. Надеюсь, придет время, и мы увидим, как она зацветет. Мне вот этот корень нравится, шикарный. Какая-то корневая пропадает, какая-то новая нарастает. В общем, неплохо. Неплохо, неплохо. И вот я на днях в гидропонику пересадила вот этого красавца, потому что он вообще что-то у меня зачах. Это Chainlink Black Parrot, черный попугай. Он скинул у меня часть корней. Ну, как-то вот у меня под рукой не было хорошей посуды. Ну, дело было вечером, как всегда. Горело, тушить нечем. А вот смотрите, как корешок неплохо растет. И я прям бутылку обрезала, полторушку. Вытряхнула его из горшка с корой. О, по-моему, даже здесь корень проснулся, да? Вот, смотрите, проснулся корень. И ризоиды уже появились. Это, видите, такой пушок на краешке, на кончике. Этими ризоидами орхидея, это не какой-то там гриб, паразит или что-то еще, мучнистый червец. Это ризоиды, которыми орхидея крепится к поверхности при помощи этих ризоид. И вот появился листик. В общем, ей эта кроватка зашла. Нормально. Видите, и она такая вот не влажная, альденте. Альденте. И здесь ризоиды появляются. Нормально. Вот я поняла, что ей не надо сильный такой мощный полив. А здесь у нее проветривание. Все нормально. Так, кто здесь у меня еще? Я смотрю. Ну, тут много у меня в гидропонике. Аннушку я вам Тайсуку тоже показывала на днях. В гидропонике тоже сидит. Мы с вами видели там где-то уже растущие корешки. С основания вот там от шеи. И где-то в посадке тоже видели. А, вот, вот. Начался рост корневой. Так, кто у меня здесь еще? Вот эта красота. Это мой, по-моему, попугай. Да, это мой попугай, который обычный попугаю, орхидея попугая, которая вообще... Кого-то сохранилась попугая еще, девочки. У меня он себя очень отвратительно вел в коре. И вот в гидропонике это как бы такая не закрытая система, а с поддончиком. И вот здесь он как пошел растить корни, вот сейчас продолжает расти. Я так понимаю, что мы скоро будем вытряхиваться и переезжать в какой-то, возможно, даже закрытую систему. А может в такой же горшок, но побольше. Ну, пока так растем. Это когда уже будет прям торчком-торчком корневая. В общем, мы спаслись в гидропонике. Ой, надо протереться. Надо протереться. В общем, вот так мы растем. И растим корешки и листики. Ну, тургор хороший, все нормально. О, все хорошо. Так, кто у меня еще тут в гидропонике? Так, эту детку я вам показала. Кто здесь в гидропонике? Никого больше нет. А здесь? Ну, здесь у меня Violet Queen я вам показывала в гидропонике.
А ну давайте глянем, уже ж прошло время после нашей последней демонстрации. Листик один нижний она съела, отвалился. И вот она пока что... Ну вот вижу только здесь вот рост корней. Вот этот я вам показывала, так он и идет вниз. Но она что-то прям такая. Девочки, вы мне писали тоже, у вас также что-то они какие-то такие хмурые, неактивные. Ну, надеюсь, что-то из этого выйдет. Вот многие орхидеи занимают место на стеллажах. И, так сказать, как чемодан без ручки. И выбросить жалко, и нести тяжко. Так, вот я наконец-таки свою котлею тоже засыпала шариками. Но тут еще ничего такого не скажешь по ней. Она штургер потеряла. Ну вот я в гидропонику ее засадила. Посмотрим. Она у меня сидела недели две вообще без ничего. Поливала, выливала воду. Потом взяла шариками, обложила. Тяжи пооставались. Скинула в коре мне все корни. Вон рост вижу, там растет новый. И вот этот вот новый рост, он, кстати, с тургором все нормально. Вот только нарастает. Ну, посмотрим, как пойдут дела у нее. Просто в пол-литровой банке. Здесь когда-то Ванда сидела. Так что вот так. Никто не цветет. Цветоносов пока здесь я не вижу. И хорошо, пускай еще наращивают листочки. В общем, буду потихонечку смотреть, кого во что пересадить, кому что больше нравится. Кому-то в коре хорошо, а кому-то в гидропонике неплохо. Вот, кстати, тоже реанимация. Уже не помню, что это за орхидея, но ее реанимация происходит вот так тоже в гидропонике. Лист появился. Дунем. Дунем. Корней пока я не вижу, но хотя бы новых не вижу. Но на старых хотя бы потихонечку растет. Ну, тургор не теряет, ничего больше не теряет. Посмотрим, как она будет дальше себя вести. Так что все, друзья мои, всех обнимаю. Всем мира и добра. Всем хорошего, позитивного в ленту настроения. Расскажите, как у вас получается реанимировать орхидеи и во что вы высаживаете своих деток, которых снимаете с цветоносиков и не только. Детки бывают не только на цветоносах, но и пристволовые детки бывают, которые прямо на орхидеи, на шейке орхидеи, где-то там могут из-под низа, прямо из-под самого выходить. Многие девочки, даже это и хорошо, как бы, да, наверное, если они друг другу не мешают, там, две орхидеи в горшке, например, если позволяет место для корней, и потом пышное цветение. В общем, все. 2 видео подряд про вот эту красоту. Все цветет, цветет и цветет. И сейчас в осенние дни вот такое вот золотое солнышко. Такая красота, да? Замечательно. Очень благодарная орхидея. Цветет, цветет и цветет. Очень жалко, что моя Тамара классическая, девочки, развалилась. Ну, давно уже. Это, по-моему, в позапрошлом летом, позапрошлым. Даже или прошлым. В общем, развалилась. Ну, слава богу, что эту хоть сохранила. Посмотрим. Сохранила и размножила. Надеюсь, что что-то из этого путное выйдет. И детки подрастут. Все, обнимашки. Жорик, лови мячик. Оп! Побежал, побежал. Вот, молодец. Ты мне дашь мячик? Нет, не дашь? Ты жадничаешь? Давай я буду тебе его бросать, давай. 1, 2, 3, лови. Любит играть. А глаза как светятся. Как светятся глаза. Смотрите, косточку эту прям любит. Так и сгрыз уже. Вообще. Ну, даешь мне мячик? Даешь? Давай, я бросаю тебе.
Раз, а уже побежал. Я еще не бросила, ты уже побежал. Развлекаемся. На улице дождь. Гулять не пойдем. Куда ты понес? Неси мне. Убежал. Мячик. Жора. Аккуратно. На шпагат не сядь. Давай. Ты дашь мне мячик? Думает, кому дать. Оставлю-ка я его себе. Да, Жорка? Что-то одно время мы его потеряли, этот мяч, потом нашли. Случайно потерялся незаметно и случайно нашелся. Надо еще подкупить мячика на замену. Одного мячика мало.